После сообщений об уникальной операции «Паутина», в ходе которой была совершена террористическая атака на аэродромы, где базировались российские самолеты дальней авиации, на выезде из Киева образовались огромные пробки. Горожане, опасаясь русской ответки, стремились уехать как можно дальше из опасного мегаполиса. Соцсети сообщили, что жители столицы могут переночевать в метро. Достаточно быстро все станции были заполнены. Очень многие спустились в подвалы, хотя они не считаются надежным убежищем. Ближе к вечеру воскресенья напряжение от ожидания ответки достигло максимума. Те, кто праздновал перемогу, были в явном меньшинстве. Большинство молилось в надежде дожить до утра. На чатах самостийных укропабликов, обсуждающих паутину, можно прочесть вполне адекватные комментарии. Для Украины это значит не только угроза инфраструктуре, так как Кремль имеет право на ответку, но и вызов когнитивного порядка. Каждая пауза между ракетными обстрелами становится ловушкой для принятия решений – отступить или подождать. Давление оказывается не физическое, а через призму восприятия. Если честно, то очень грустно, потому что убили сегодня последнюю надежду, что все это закончится в этом году. Значит, не в этом. В лучшем случае зимой. Это в лучшем, пишут комментаторы. Российская Федерация осуществляет стратегическую цель в изнурении Украины и полном перехвате логики конфликта, который все сильнее выходит из-под контроля Запада. Судя по сдержанным высказываниям ряда российских политиков, было понятно, что Москва возьмет паузу на время встречи в Стамбуле, но оставит за собой право на возмездие в любой момент. Напомним, даже после террористической атаки на Крымский мост наши ракеты полетели по самостийной энергетике не сразу, заставив противника изрядно понервничать в ожидании порки. Собственно, так и случилось и сейчас. Пресс-служба Повітряних сил Украины сообщила, что в ночь на 2 июня вооруженные силы России атаковали военные объекты 404-й Средненько. Было зафиксировано 80 БПЛА «Герань-2» и 3 «Искандера», 2 из которых баллистические, 1 крылатый. Основными направлениями воздушного удара названы Харьковщина, Черниговщина, Донеччина и Херсонщина. По сути, прилеты по врагу осуществлялись в интересах группировок «Север», «Центр» и «Днепр». Генштаб ВСУ признался, что в 12 локациях «Герани» и «Искандеры» поразили цели. Для сравнения, в ночь на 2 июня силами российской ПВО было перехвачено и сбито 162 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 над территорией Курской, 31 Белгородской, 27 Липецкой, 16 Воронежской, по 11 Брянской и Рязанской, 6 Орловской, 1 Тамбовской областей, а также 2 на территории Республики Крым. Западные синтоаналитики а также мозговые центры вроде ISIS пишут, что даже судя по сводкам повітряних сил, УКРПВО работает из рук вон плохо. Так, в ночь на 1 мая украинские войска не смогли сбить ни одну из 3 баллистических ракет, запущенных Россией. Дело не только в том, что ВСУ испытывают дефицит противоракетных боеприпасов, а еще и в неспособности натовских ЗРК сбивать русскую баллистику. Еще 24 мая пресс-секретарь ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что украинские войска испытывают трудности с использованием систем противовоздушной обороны «Патриот» для сбивания модифицированных российских баллистических ракет «Искандер-М» из-за недавних усовершенствований, в том числе, которые позволяют ракете менять траекторию и выполнять маневры, а не лететь по прямой. Таким образом, приостановка поставок противоракеты США никак не связана якобы с принуждением Украины к миру, а вызвана соображением совсем другого порядка. Американцы пытаются спасти имидж своего лучшего зенитного комплекса. Украинские войска не смогли сбить 67 из 355 беспилотников в ночь с 25 на 26 мая. А в ночь с 31 мая на 1 июня украинские войска не смогли сбить уже 87 из 472 российских беспилотников, что указывает на эффективность российской тактики использования большого количества беспилотников, зарадит в том же духе Институт изучения войны. Понятно, что украинцам и АСВ верить нельзя, но сам факт успешного применения «Герани» и «Искандеров» по военным объектам врага не опровергается даже лучшими друзьями украинцев. Тогда возникает вопрос, почему русские не атакуют мосты через Днепр? Ведь сотня «Герани» с 90 килограммами взрывчатки способна доставить каждой отдельной цели почти 9 тонн тротила, что вполне хватит для обрушения не только пролетов, но и разрушения опор. Согласно инсайдерским раскладам, Генштаб ВСУ считает, что российские войска заинтересованы в конфликте на истощение именно на левобережье, прежде всего с намерением сковать основные силы украинской армии.
Сразу несколько источников, близких к Сырскому, сообщили о секретном аналитическом отчете Министерства Франции, в котором прогнозируется высадка вооруженных сил России в устье Днепра с целью создания стратегического плацдарма. И только после его закрепления на территории значительной Москва уничтожит все переправы. Комментируя эти раскладки и выкладки, укроэксперты считают, что Кремль шлет Банковой недвусмысленный сигнал: мы вас перетерпим, но обязательно победим. Еще одна интересная новость уже из Польши. Деревня наносит ответный удар. Поляк Навроцкий станет проблемой для Украины. Победа независимого кандидата, опиравшегося на поддержку правой партии «Право и справедливость» Кшиштофа Навроцкого на президентских выборах в Польше с минимальным преимуществом свидетельствует об одном – резком разделении поляков на два лагеря. Последствия для либерального правительства премьер-министра Дональда Туска, пришедшего к власти после парламентских выборов осенью 2023 года, могут стать катастрофическими. Собственно говоря, поляки отчасти выразили вотум недоверия правительству Туска. Он и рассматривал эти выборы именно так, поскольку отчаянно нуждался в главе государства, который поддержал бы его курс на либерализацию польского общества и устранение последствий 8-летнего правления консервативной партии ПиС во главе с Качинским. Но отныне Навроцкий станет вставлять палки в колеса всех реформ Туска, и дело может дойти до поражения правящей коалиции на следующих парламентских выборах. Как Навроцкий может навредить Туску? Он заблокирует законы, регулирующие порядок распределения должностей судей и других важных постов в контролирующих органах власти в Польше. Для этого он воспользуется правом вето. Но самое очевидное – это внешняя политика. Здесь Навроцкий может присоединиться к лагерю премьера Венгрии Орбана и премьер-министра Словакии Фицо с резкой критикой политики Брюсселя. Он солидаризируется с нападками президента США Трампа на Европу и может снова столкнуть Польшу с Германией по вопросу о выплатах пострадавшим переселенцам из Восточной Пруссии. Другой темой критики может стать Украина. Навроцкий шел на выборы с лозунгом прекращения финансовой помощи Киеву и запрета всех выплат украинским беженцам. В одном из своих выступлений он заявил, что разочаровался в украинском лидере Владимире Зеленском, потому что тот ведет себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству. В другом выступлении он намекнул, что Польша ничего не получила за свою помощь Украине и может, как Трамп, выставить Киеву условия за поддержку. Для России победа Навроцкого тоже далеко не подарок. Он известен антироссийскими высказываниями и объявлен в розыск по уголовному делу за уничтожение памятников советским воинам. Делал он это, когда был главой Института национальной памяти. За Навроцким стоит Ярослав Качинский, лидер национал-консервативной партии ПиС. Судя по всему, Качинский хотел выдвинуть на гонку человека с безупречным национал-патриотическим взглядом на историю. Навроцкий имеет докторскую степень по истории. Он родом из довольно бедного района Гданьска. Его отец всю жизнь проработал на токарном станке, а в свободное время юный Кароль занимался боксом. Сейчас ему 42 года, и он находится в хорошей форме, что и привело к нему молодежь. В этом секрет его победы. Выходец из бедных районов Польши, где он начинал карьеру, он стал выразителем интересов обедневших поляков. Электорат ПиС проживает на востоке страны и преимущественно в сельской местности. Они защищают католические традиции Польши и критикуют Евросоюз, особенно немцев. Избиратели на западе страны и в городах настроены значительно более либерально. Они выступают за открытую проевропейскую Польшу. Выходец из интеллигентной семьи, джазового музыканта, говорящий на 5 языках, мэр Варшавы Рафал Трzaskowski стал идеальным кандидатом городского населения, но проиграл. Деревня победила город. Жители сельской местности чувствуют себя ущемленными и презираемыми городскими слоями. Вот они и отомстили городу. Навроцкому остается мстить обидчикам сельской части населения. Налицо перерастание политического конфликта в культурный. Причем ненависть к верхам заходит так далеко, что избиратели даже не замечают скандалов вокруг Навроцкого. Главное навредить и отомстить либералам. А ведь правящая партия не жалела сил на копание в грязном белье Навроцкого. Писали, что он обманом выкупил квартиру у своего пожилого знакомого в Гданьске по сниженной цене. Будучи хулиганом, познакомился с ультраправыми фанатами и принимал участие в массовых драках, которые он описывал как благородные и мужественные столкновения. Писали также, что он любитель прогулок по варшавскому кварталу красных фонарей. Однако ушаты грязи на Навроцкого не помогли.
Нам остается запастись терпением и ожидать неминуемых столкновений либерального премьера Туска с правым президентом Навродским. Политический спектакль обещает быть увлекательным.